Приветствую, друзья! Курскую область в конечном итоге все-таки освободили. Правда, за 8 месяцев и, как теперь выясняется, силами северокорейских солдат. Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики. При этом украинская сторона полное освобождение региона пока опровергает. 8 месяцев огромная махина российской армии выбивала ВСУ из Курской области. 160 тысяч беженцев, тысячи разрушенных домов, как минимум один арестованный за коррупцию губернатора. И, наконец, спасибо северным корейцам, управились. Кстати, Курскую область, может, и отбили, но ВСУ все еще контролирует около 10 квадратных километров в соседней Белгородской. Вот давайте разберем итоги этой удивительной операции, поскольку она очень показательна для понимания компетентности путинского государства. В представлении российской пропаганды Курское сражение – это вообще невероятный успех, почти Курская дуга. Ну, на то она и пропаганда. В реальности масштаб неэффективности власти во всей Курской истории, конечно, поражает. И в ее военной части, и в том, что делалось с гражданскими властями на месте. Курская кампания очень наглядно показала проблемы и недостатки путинского режима. Причем показала это на примере близком и понятном любому простому человеку. Чтобы выбить украинские войска, Путин стянул 60-тысячную группировку, усиленную северными корейцами против гораздо меньших сил украинцев. 8 месяцев российская армия несла огромные потери, бросала солдат в бессмысленные мясные штурмы, использовала срочников. Все эти 8 месяцев Путин старался вести себя так, как будто никакой операции ВСУ в Курской области не происходит вообще. Ну, то есть сначала он еще как-то реагировал. Например, 6 августа 2024 года украинские войска стремительно занимают Суджу и поселения вокруг. На следующий день генералы докладывают Путину, что движение украинских войск остановлено на самой границе. Что, как мы знаем, было полным враньем. В настоящее время подразделения группировки «Север» совместно с пограничными органами ФСБ России продолжает уничтожать противника. Путин с готовностью принимает генеральскую версию об отражении попытки украинского наступления. Хотя это не просто вранье, это вранье преступное. Жители Курской области верят телевизору, что в области все в порядке, что власть держит границы на замке и, естественно, никуда не уезжают. Ошибаться можно, врать нельзя. Еще через день онлайн-встреча с Курским в Рио губернатора Смирновым. Путин вполне доброжелателен с человеком, которого снимет через 4 месяца, а еще через 9 посадят. За отсутствие нормальных укреплений на границе, деньги на которые, как теперь утверждает следствие, Смирнов украл. Отдельный вопрос в том, кто же назначил на такую высокую должность матерого коррупционера Смирнова. Ведь не просто украл, на обороне украл. Тем самым оставил область беззащитной перед вторжением. Это уже не воровство, это прям предательство какое-то, измена. Так кто Смирнова-то предложил на область поставить? Ну ладно. И еще одно совещание по проблеме вторжения ВСУ Путин проводит 12 августа. Он уже критикует Смирнова, правда, ругает его за раскрытие реальных данных, сколько территорий потеряли. То есть досталось не генералам за вранье, а главе региона за разглашение правды. Стало ясно, что все идет не по плану. После этого Курск начинает исчезать из публичной деятельности Путина. Будет еще одно совещание по Курску 22 августа, снова бесполезное и все. Зато Путину предстоит визит к Алиеву в Азербайджан, дегустация яблок в Кабардино-Балкарии, президент России посмотрит в Гудермесе, как стреляет Адам Кадыров, слетает во Владивосток, Казахстан, сходит на выставку «Православная Русь» и найдет еще кучу важных дел. Но только не Курск. В следующий раз Путин всерьез вспомнит о Курске лишь 5 декабря. В этот день он внезапно уволит Смирнова и назначит губернатором Хинштейна. Хинштейн имеет нулевой опыт руководства хоть чем-то ни было, зато гигантский в пиаре и пропаганде. Все это время жители Курской области пишут обращения к президенту, жалуются на отсутствие помощи, просят открыть гуманитарный коридор, против которого Украина не возражает, но в Кремле словно не видят и не слышат. Несколько тысяч человек оказались на захваченных украинцами территориях, в том числе поверив басням российских властей про то, что ВСУ остановлены на границе. Более 100 из них погибли, в том числе в результате удара российским ФАБ по дому престарелых в Судже. Но пропаганда об этом не расскажет. Официально во всем виноваты украинцы. С жителями Суджи работает ФСБ. Эвакуированные жители проходили фильтрацию, во время которой спецслужбы запретили говорить им об обстрелах Суджи со стороны России.
На организацию коридора для эвакуации сил и ресурсов у властей не нашлось. Зато нашлось для рассказов о фейковой русской Буче, то есть о массовых преступлениях ВСУ на оккупированных территориях. В отличие от Бучи, где все постановочно, здесь страшная правда, которую Запад не хочет видеть. К слову, больших сомнений, что на войне случается всякое, у меня лично нет. Именно поэтому еще развязывание агрессивной войны – преступление путинского режима даже по российскому закону. Случается всякое, но верить путинским правоохранителям – это себя не уважать. Есть серьезные независимые журналисты-расследователи. Если есть чего расследовать, пустите их пострадавшим. Дайте возможность беспрепятственно работать на территории и работать с данными, хотя бы на том уровне, как сделали украинцы после Бучи. Они расследуют, расскажут нам, тогда и поговорим всерьез. Но продолжим. Итак, 8 месяцев позора Путин пережидал в засаде. Но когда появилась возможность примазаться к успехам, Кремль объявит о поездке главы страны в проблемный регион. Путин в костюме охранника из «пятерочки» появляется в Курской области в марте 2025 года. За 8 месяцев некогда очень спокойный регион превратился в полноценный театр военных действий. 160 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. По официальной статистике разрушено более 1000 домов. Значительная часть из них – прямой результат бомбардировок российской армии по собственной территории. Причем военная тактика российской армии не претерпела существенных изменений при применении на своей территории. Сначала деревня или поселок утюжится градами и фабами, потом, когда там уже ничего не осталось, заходит пехота, зачищает территорию. Власти даже не стесняются позировать на фоне разрушенных своими же собственными российскими войсками своих же собственных российских населенных пунктов. Только по официальным данным ущерб оценивается в 750 миллиардов рублей. Это почти в 10 раз больше, чем все доходы регионального бюджета, запланированные на 2025 год. Задача нового губернатора – это не управление, а пропаганда. Поэтому разговоров и картинок много, а вот с реальной помощью жителям области все из рук вон плохо. Выплаты за утерянное жилье и имущество смогли получить менее половины пострадавших. Лишь в конце февраля Путин объявил о ежемесячной компенсации в 65 тысяч рублей. Получение сертификата на новое жилье подразумевает изъятие земли у собственника. Вы не поверите, но правила таковы. Взял сертификат, отказывайся от земли, на которой стоял дом. А знаете, чем обосновывали чиновники отказы выдавать сертификаты? Ведь их выдали только половине. То Минстрой заявлял, что суджан слишком много, то, что вручение сертификатов вызовет отток трудового населения из региона. Вы понимаете, мы о людях говорим как о крепостных. Если же люди из Курской области бежали в другие регионы Российской Федерации, то там они просто лишались всякой поддержки. Ведь по документам они не беженцы, а все льготы действительно только в пределах Курской области. При этом государство готово возмещать далеко не все. Государство все 100% расходов на себя не возьмет. Мы не компенсируем разрушенную баню. Необходимые для аграрной жизни хозяйственные постройки Хинштейн презрительно назвал банями. И их никто не восстановит, потому что власти важны снаряды, а не граждане. Отдельно, конечно, изумляет заявление, что полностью восстановить разрушенное в Курской области невозможно, потому что, мол, денег не хватит. Мы за счет чего это все будем восстанавливать? А у нас еще СВО продолжается. А СВО высокотехнично. А у нас, извините, каждый снаряд стоит денег. Ребят, у вас только небольшая часть только одной области пострадала. И на ее восстановление не хватает денег? Серьезно? А вот в Украине, как хотя бы захваченные регионы вы собираетесь восстанавливать, задумывались? Или не будете? Или будете, но тогда на Россию, кроме Москвы и немного Питера с Чечней, вообще денег не останется. За такую откровенность Хинштейну, конечно, прилетело в панамку от курян. И это при том, что единственная задача нового главы – это пиар. Кстати, не случайно фейк о русской Буче появился именно после того, как Хинштейн стал губернатором. Впрочем, с реальной, а не фейковой коммуникацией у властей, как только случается реальный кризис, всегда большие проблемы. Собственно, и предыдущий глава области Алексей Смирнов был уволен Путиным на фоне пиар-катастрофы. Недовольство росло, компенсации ничего не покрывали, дошло до того, что в Курске начались протестные митинги. Недовольство жителей области было настолько сильным, что Кремлю потребовалось даже кого-то сдать.
спустя 9 месяцев после вторжения Украины в Курскую область нашелся виноватый. По версии следствия, бывший глава региона распилил миллиарды на строительстве защитных сооружений. Интересно, а куда смотрело Министерство обороны? А министр строительства? А ФСБ? А сам президент, наконец? Может, вопрос не только в Смирнове? Я уже отмечал, что кадровый резерв у Путина все короче и короче, назначать уже особо некого. Может ли все проблемы Курской области решить такой человек, как не имевший никакого реального управленческого опыта Хинштейн? Человек, известный лоббизмом интересов Росгвардии, борьбой с ЛГБТ, с Ютубом, с иноагентами, один из главных депутатов-запретителей. Ну, ответ здесь и так очевиден. Но в провалах вокруг Курской области виноват, конечно, не один Смирнов или Хинштейн. Здесь отчетливо проступает вся некомпетентность власти и неэффективность системы управления. От военных до гражданских. Ни одно звено не работает в интересах граждан. Кстати, просто представьте, что было бы, если бы в войну с Россией на самом деле вступила НАТО. И таких областей, как Курская, была бы не одна, а хотя бы десяток. Представляете? Как бы помогали беженцам, платили бы компенсации, искали бы пропавших и так далее. Если на один кусок одной области управленческого ресурса не хватило. Украина, которую пропаганда называет провалившимся государством, все это пережила в начале 2022 года и не развалилась. А вот про путинский госаппарат такой уверенности вовсе нет. Я много и часто говорю про кажущиеся абстрактными вещи. Парламентская республика, федерализм и так далее. Но только что поделаешь, переход к реальному федерализму с полномочиями и представительством у регионов позволит избежать такой ситуации, когда вот в одних регионах катастрофа, в других привычная нищета, и лишь Москва 10-й раз перекладывает плитку на тротуарах. Сейчас регионы со своими особенностями, интересами, культурой, самосознанием вообще полностью лишены голоса на федеральном уровне. Региональные элиты настолько политически подчинены Москве, что являются не субъектом, а объектом политики. Их задача просто освоить ресурсы, отчитаться перед центром правильной картинкой и вовсе не отстаивать, не дай бог, интересы и права жителей регионов. По сути, единственная реальная власть, на избрание которой по Конституции могут повлиять граждане, это президентская. Другой реальной власти в Конституции не осталось. Но даже в идеальном мире, а путинский режим – это отнюдь не идеальный мир. Так вот, даже в идеальном мире один президент не может представлять интересы 80 с лишним регионов. Жаль, что иллюстрировать такие тезисы мне приходится 8-месячной оккупацией части Курской области, 160 тысячами беженцев и тысячами разрушенных домов. Счастливо вам. Ситуация в Курской области – провал путинской власти. Но даже из этого провала важно сделать правильные выводы.